Да вот она, кожа. Да, вот. Вот рукав, видите? Тельняшка там. На руинах Донецкого аэропорта продолжают поиски тел погибших украинских военных. На тяжелой строительной технике, эскаваторах, кранах здесь работать невозможно. Через огромные завалы разрушенных зданий машины просто не доберутся. Разбор завалов приходится производить только вручную. Печенье, сахар, салфетка. Без запаха, нормально, свежий. Армейские сухпайки польского производства, личные вещи и документы спасатели МЧС выходят еще на одно помещение, где было расположение подразделения «Киборги». Военнопленные показывают, где могут быть тела их погибших товарищей. Надлежит капитану Бойненкову, командир 3-го взвода 7-й роты 80-й бригады. А ты сам оттуда же? Да, он мой взводный был. Знаете что-нибудь о судьбе вашего взводного? Ну, он здесь погиб, когда взрыв был, 20 числа. Кто обнаружил нож? Вот только что вытащили. Но его тело еще не достали. Около 20 украинских солдат, погибших в аэропорту, до сих пор под метровым слоем бетона и боеприпасов. По обе стороны линии соприкосновения представители миссии ОБСЕ и контактной группы от Украины и России. Сейчас мы провели рекогносцировку, изучаем места возможного размещения офицеров взаимодействия, которые будут отслеживать нарушение прекращения огня в районе аэропорта, где еще имеют место они быть. Нарушение огня — это прежде всего минометы 82-миллиметровые, стрелковое оружие, танковые обстрелы и обстрелы с боевых машин имеют место быть. Разрушенные мосты, разбитые дороги, железнодорожные пути и коммуникации. Тысячи рабочих в несколько смен продолжают, по сути, заново выстраивать уничтоженную инфраструктуру Дебальцево и окрестных городов. На данный момент подключено 95% жилого сектора к электричеству. Вода подается полностью на 100% круглосуточно, чего раньше даже не было и никогда так не подавалось. И вы сейчас сами видите, ездят машины, ходят люди, дети. То есть город ожил, и дальше он будет оживать все больше и больше. В разрушенном городе сегодня запустили хлебозавод. Хлеб здесь до сих пор выдают бесплатно вместе с комплектами гуманитарной помощи. В Углегорске не осталось практически ни одного уцелевшего здания, но люди продолжают возвращаться домой. Сегодня здесь возобновил работу детский сад и медпункт. Слава богу, коллектив амбулатории остался на месте. Это наши доктора, которые здесь всю жизнь прожили, которые знают население. Вот сегодня у нас первый день приема. Уже с утра были люди. В республике действует Государственная комиссия по восстановлению разбитых городов. Почти 800 человек трудятся только на железнодорожных путях. Разрушена сортировочная станция, вагонные депо, километры контактных линий. Перед рабочими каждый участок проходят саперы, которые продолжают находить растяжки и мины. Очень много заминированного всего. И до сих пор мы как общались с народом, 4 возвращения мины, снаряды, растяжки. Только вот сейчас вот я стоял. Еще не все районы полностью обследованы. Ну, поверьте, мы не готовились к такому массированному проведению таких массированных саперных работ. Вы же не забывайте, сейчас посевная, у нас очень много саперов ушло на поля. То есть мы отвлекли часть саперов, и Дебальцево — это не один город, еще и Углегорск, есть и другие города. Разминирование проводят и на сельхозугодьях. Перед отправкой комбайной техники в поля территорию полностью обследовали саперы. Пахотные земли условно разделили на отдельные участки. Разминирование проходило последовательно, гектар за гектаром. Донбасс — это не только шахты, металлургия и тяжелая промышленность, но еще и тысячи и тысячи гектаров плодороднейшей земли. На введение экономической блокады со стороны Украины здесь отвечают значительным расширением сельхозугодий и хозяйств. Посевная кампания началась в каждом районе республики. Станислав Назаров, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко и Олег Бондаренко. Вести, Донецкая область.